очередное продолжение. Приобрел я шпаклевку сегодня утром, 3 января. Вот, шпаклевка, цвет лиственница, ну, то, что мне надо. Сейчас покажу. Наждачная бумага, шпатель из дома взял, малярный скотч. И надо, значит, производитель, шпаклевка, описание там, ну я думаю там все просто. Вот такого она цвета, ну, почти похоже. Так, и нужно сделать следующее. Малярным скотчем, чтобы я далеко не залазил. Конечно, неудобно, что камера стоит вот за моей, ну как бы постараюсь аккуратненько. Малярный скотч не приобретал, что нашел в сарае. И нужно оторвать, чтобы не страдать. Сейчас до самого пола сделаю. Шпаклевка отечественная. Люди пишут очень, когда застывает, имеет такую жесткую консистенцию. А мне такую хочется. Я не хочу, чтобы она застывала и была как сопля. То есть мягкая. Все, теперь шпаклевка экстра. Написано мелко, поэтому прочитать я не смогу, нужен телефон. Даже в очках не вижу такой мелкий шрифт. Так, ну, вот такая она жидкая, сильно переворачивать нельзя. Шпателя узкого не нашлось, поэтому будем какой есть. И уголком буду размазывать. И наносить надо прям немножко с горкой. А потом наждачной бумагой мы лишнее щухаем. У меня был этот резиновый шпателек, но он неудобно, руки грязные потом. Тут
Тут у меня доска была с этим, ну, как бы немного внахлёст, поэтому вот я хочу шпаклевкой убрать этот переход, чтобы она гладкая была, ну, шов. Написано 2 часа и на все про все, чтобы на отлив и сутки на затвердевание. Так, поставлю на пол, уже неудобно. Слезть. Уже неудобно. Сегодня день как бы не такой пасмурный, как вчера, поэтому видимость получше. Но это освещение включил в комнате. Внизу скотча малярного нет. Ну ладно. Вот так. Ну. Так, теперь счистить излишки и закрыть. Так, крышка у меня. Очень хорошая вещь. Мне понравилась. И цвет прям то, что надо. Не, больше надо. Мало. Усадка дает. Усадка туда заходит в щель. Сейчас мы прям вот так, прям с горкой надо. О. Прям с горой. Ладно. Посмотрим, что из этого получится. По отзывам в интернете она очень жестко счищается. То есть она... Ой, блин, я со шва выбрал. То есть грубая такая. Я взял наждачку. Люди говорят, что и 180 ее мучительно долго счищать. Так, ну. Такой, даже если она там чуть подсядет, меня такой вариант устроит. Будет красивый такой шовчик. Вот. А иначе пришлось бы тут рейку пускать. А рейка это, ну, некрасиво. Пойду шпатель отмою. Так. Значит, то, что я хотел, сделал. Теперь сейчас нижнюю доделаю. Покажу, как ее посадить туда. Потому что молотком я уже там снизу подбить не могу. Вот и настала очередь нижней, ну крайне нижней
планочки. Я ее вырезал, и вначале вырезал с учетом, что я отступлю сантиметр от пола. Ну или там 1,5. Но я не учел высоту шипа. Вот. И она туда не заводилась. Сейчас я ее переделал. От ламината, от установки остался подбой, потому что ее не подбить. Вот таким подбоем, вот так будет она вставляться, и молотком снизу вверх буду наносить удары, пока она не сядет, и потом прикреплю на клеймер. Ну, результат покажу. Закончил я фронт. Нижние планки не крепятся. Там будет плинтус. И уже в плинтус будет в направляющее, в обрешетку прикручен. Плинтус возьму такой высоты и саморезами насквозь. Поскольку там будет белый лак, хотел показать. Купил заглушки для саморезов. Красивые. Но куда-то их присунул. Ну, в общем, не факт. Ну, не суть. Все, фронт сделан. Шпателем я не стал заделывать самую нижнюю вот эту часть. Вот я зашпаклевал шпаклевкой. Написано 2 часа, и она на отлип. Но она не высохла. Вот. Может, тут недостаточно тепло, поэтому... Так, ну, она мне пока не нужна. Так она простоит. После праздников зашкурю. Вот. Теперь что дальше делать? Ну, легкий вариант. Ну еще я прошелся вверху швы герметиком силиконовым. И поскольку этот дом калечный, тут усиление стоит. Оттуда дует. Я думаю, там щели страшенные. Но я к ним подлезть не могу. Я вот здесь заделал. Тут дуло неимоверно. Взял остаток вон той байды, которая слева в углу, не знаю, как она называется. Полистирол или хреново. Ну, типа пенопласта, только там сделано по другой немного технологии. Вот. И я им туда подсунул, как смог, и герметиком все. Вот. А теперь просятся делать эти, это быстрее. Но я, скорее всего, сделаю на потолке, это самое тяжелое, одному. На потолке сделаю обрешетку, а стены уже оставлю на потом. Потому что времени у меня уже мало. Вот. И это, как бы дела другие зовут. Сделаю обрешетку и, наверное, хватит. Буду крепить тут 3,15 через каждый метр. Вот мне надо 9 отверстий насверлить, и все. Ну, в общем, заканчиваю я работу, потому что предстоит поездка далеко. Показываю герметик. Фу, и не герметик, а шпаклевка по дереву. Это я еще ее не зачищал наждачкой. Вот, получил. Ну, многие делают планку деревянную, но она будет выступать. Шпаклевка прям, мне нравится. Она уже так не прилипает. Будет очень симпатично. Я ее зачищу наждачкой. Даже вот сейчас можно пальцем уложить идеально в шов. А потом залакируется, и будет вообще очень хорошо. Ее вообще практически видно не будет. Вот. И все было ничего, но застрял я в одном месте. Потому что вот в доме такая вот беда.
несколько этажей, вот такая колонна сделана. Там она заармирована вся сталью. То есть там металл и плюс арматуры куча. Туда ничего вкрутить нельзя. Вот те плинтуса я там приклеивал на эти на жидкие гвозди, назовем так. А тут, короче, я даже особо не старался обои, там тяжело. Такая вот некрасивая конструкция. А на балконе металл. И вот, казалось бы, я все рассчитал, что я поставлю брус 4 и мне хватит расстояния. Стал я вымерять расстояние, а окно стоит криво. То есть, если я поставлю брус 4, эта створка не будет открываться. То есть, только 3, тогда окно будет открываться. А 3 я не могу накрыть вот этот брус. И поэтому там я, скорее всего, вентиляцию сделаю. Типа вот как в ванне. Такое вентиляционное окно поставлю. Ну, для эстетики чисто. Или не знаю что. Или какую-нибудь ерунду выпилю потом. Ну, там никак не обойти. Вот так. Ну, и как бы на этом все. Продолжение, скорее всего, это будет уже 8-го, может быть. Я не знаю, как страна отдыхает. Если 8 будет выходной, я приду, продолжу.